Всем привет! Когда-то давно я открыл программу для 3D моделирования и закрыл через 10 минут, а потом не возвращался к ней несколько лет. Она показалась мне тогда чем-то нереально сложным и непонятным. Но спустя время я увидел на YouTube рекламу Яндекс.Го. Я тогда и понятия не имел, как это сделано. Человечки, машины, здания, плавная анимация и все это в 3D. Я обещал себе, что когда-нибудь сделаю такую же, но, конечно же, и не думал, что вообще научусь чему-то подобному. Настолько нереально сложным это мне казалось. Шло время, и я снова вернулся к 3D. Прогресс пошел, а уже меньше чем через полгода я мог создавать лоу-поли модели и не очень сложную анимацию. Именно тогда я вспомнил о рекламе Яндекс, которой так восхищался. А чтобы было интереснее, я решил повторить ее за 24 часа. Получится ли у меня хоть что-то из того, что я задумал, об этом вы узнаете уже в конце видео. Сразу оговорю, что я не учитывал время на сон и еду, так как во сне я могу лишь только мечтать о еще более крутых проектах. Итак, время пошло. Для моделирования я решил использовать бесплатную программу Blender. И это именно тот случай, когда бесплатная не означает плохая. В этой программе сделаны многие крутые мультфильмы, реклама, модель для игр и многое-многое другое. Я решил начать с общей сцены, на которой отображаются дома, газоны и дороги. Уже потом я вспомнил, что можно было сразу добавить оригинальное видео на сцену, чтобы смотреть на него, а не вставлять скриншоты для каждого из ракурсов. Я насчитал около 10 различных видов домов и быстро набросал их на плоскость. Мне нравится Blender тем, что в интернете огромное количество туториалов и примеров, на которые можно посмотреть, если появляются какие-то трудности. Трудностей при создании видео было много. Поэтому я часто гуглил что-то вроде «Как быстро сделать звезду в Blender» или «Как стать про в анимации за 10 минут». YouTube, скорость 2, ну вы знаете, что делать. Кроме обычных геометрических фигур, на сцене есть также две спешл фигуры. Слоеное здание с желтым центром и ларек с табуретками. Со слоеным зданием проблем не возникло, а вот над ларьком нужно было подумать. Референсы — это наше все в 3D моделировании. Нужно сделать ларек, найду ларек. А с другой стороны, зачем усложнять? За основу возьму куб, добавлю 3 табуретки и готово. Принцип построения газонов такой же. Плоскость со скругленными углами. Так как я пытаюсь повторить видео максимально близко к оригиналу, не буду забывать о мелких элементах, которые добавляют атмосферы сцене. Пару минут, и я добавил модные пешеходные переходы и светофоры. Вода, дороги, мост, основа карты готова. Даже странно, что пока все идет без проблем, но прошло уже 2 часа. Чтобы все выглядело более красочно, я решил покрасить уже созданные элементы карты. Дизайнеры в Яндекс в основном использовали бежевый, серый и зеленый цвета, а для выделения элементов их фирменный желтый. Судя по видео, у каждого дома есть сглаживание. Еще 20 минут ушло на создание сглаживания, и все стало выглядеть более-менее прилично. Сначала я подумал, что в ролике используют несколько моделей машин, поэтому начал с первой модели на скриншоте. Но потом присмотрелся и понял, что моделеры Яндекс тоже не любят сильно запариваться, и что они клонировали одну модель и по-разному ее раскрасили. Уже после того, как я сделал финальный вариант машины, вспомнил, что можно было скачать фото, например, Ford Focus и сделать модельку по нему. Но я же не ищу легких путей. Можно включить фантазию и поставить вот такую огромную фару. Ладно, буду держать себя в руках. Цель все-таки в том, чтобы было похоже на оригинал. Спустя час и множество проклятий у меня получилась более-менее вменяемая моделька машины, на которую вы смотрите. Если сравнивать с машиной в ролике и машиной «Вспомнить все», то, мне кажется, моя машина больше похожа на второй вариант. Как хорошо, что в Blender можно просто скопировать объект и поменять в нем то, что нужно. Именно так я и сделал с машинами. А судя по оригиналу, они отличаются только краской корпуса. В этом видео есть одна моделька, которую не так просто увидеть. Давайте поиграем в игру. Я включу видео, а вы попробуйте угадать, что это за моделька, часть которой появляется в кадре на целых 3 секунды. Да, как вы могли угадать, это автобус. 30 минут и моделька на 3 секунды готова. Тележка. С виду выглядит просто. Почему же тогда на YouTube десятки видео, как сделать тележку для продукта в Blender? Оказывается, есть свой способ, который сильно экономит время и нервы.
Я взял куб, разделил его на полигоны, удалил ненужные грани и связал с кривой в виде круга. И, конечно, не забыл добавить колеса и ручку. Готово, не так и сложно. Но, чтобы было поменьше полигонов, все равно пришлось переделывать тележку заново. А тем временем прошло уже целых 4 часа. В видео 9 человечков. 3 курьера на самокате, 1 курьер на велосипеде, 1 пассажир такси, 1 курьер с коробкой, 1 человечек, который получает коробку, и 1 водитель, который садится в машину. Ах, да, и еще 1 человечек, который стоит на другом берегу реки, но, похоже, он хотел топиться, поэтому в видео участвовать не будет. Еще 15 минут работы, и человечек готов. Человечки в видео различаются только по цвету одежды. И забегая вперед, скажу, что придется красить их еще раз. Но сейчас я продолжаю наслаждаться покраской клонов. Я не слежу за соотношением размеров домов и машин, но человечка все-таки нужно подогнать по размеру. Ведь если он будет слишком маленький, это будет выглядеть некрасиво, а если слишком большой, он просто не уберется в машину. Когда я расставил человечков по местам, это выглядело так, будто бы они хотят обнять друг друга, пылая большой и сильной любовью. Спустя 5 часов я все-таки додумался добавить видео на сцену, так работать стало проще. Самое время приступить к созданию экипировки для курьеров. На спину курьеру я закрепил квадратную желтую сумку, а под ноги поставил самокат. Когда-нибудь Яндекс захватит все и по городу будут разъезжать курьеры такого размера, но пока этого не случилось, продолжаем наводить порядок на сцене. Я как мог долго откладывал создание курьера на велосипеде, но без этого никуда. Хоть он и появляется в видео, как и автобус, всего на несколько секунд, без таких мелочей все будет выглядеть совсем по-другому. Вообще, создавая такие лоу-поли модельки, можно было делать все еще проще и не тратить столько времени на их проработку. Но я ориентировался на оригинальное видео, а в нем модельки выглядят достаточно качественно. Еще 30 минут и велосипед готов. В реальной жизни такое видео можно было бы снять, например, с дрона. Но возможности Blender позволяют сделать вообще какой угодно ракурс и перемещение камеры без всяких ваших дронов. Да, в Blender также используется камера, для которой можно настроить тип, глубину резкости, размер, апертуру и много чего еще. Я выбрал ортографическую камеру и по кадрам анимировал ее перемещение так же, как в оригинальном видео. Дело в том, что для создания изометрических сцен, типа таких, в Blender нужно выставлять определенные настройки камеры, но почему-то с такими настройками я никак не мог получить нужный ракурс. Потратив еще 40 минут, я все-таки настроил ракурс и перемещение камеры по сцене. Прошло уже 6,5 часов с начала создания видео, и впереди ждал самый трудный, на мой взгляд, этап, на который я потратил больше всего времени, а именно анимация объектов и персонажей. Как вы уже могли заметить, в Blender есть много вещей из обычной жизни, например, свое солнце, камеры, ну а для перемещения персонажей проще всего использовать путь. Для этого я создал кривые для каждого объекта, которые нужно перемещать не по прямой линии. Если посмотреть видео, можно заметить, что пути объектов могут пересекаться с другими, но построены они таким образом, чтобы все выглядело гармонично и чтобы объекты не врезались друг в друга. Для анимации персонажей большое количество моделлеров использует замечательный сервис Mixamo от Adobe. Если вкратце, то любой пользователь может загрузить в этот сервис свою 3D-модельку человека, монстра или любого другого героя и анимировать ее. А что еще круче, для модельки будет автоматически создан скелет. Да-да, для движения моделек используется скелет, почти как у обычных людей. Я загрузил уже готовую модельку курьера, выставил точки для подбородка, локтей, запястьев, паха, коленей и из-за особенностей геометрии курьера у него стали просвечивать бока. Я провел ему несложную, но болезненную операцию и слегка увеличил их толщину. Ура, все получилось! В Mixamo огромное количество уже готовых анимаций, и мне нужно было выбрать только то, что подойдет. Курьер передает коробку другой модельке, поэтому я искал анимацию по слову бокс, коробка. Но в Mixamo была только анимация бокса. И я решил остановиться на анимации походки. Она подошла, так как в дальнейшем я ее отредактировал. При создании анимации каждая кость может перемещаться отдельно. В моем случае курьер должен передвигаться с коробкой в руках. Я добавил коробку и поменял расположение рук, и получилось то, что нужно.
Оставалось добавить анимацию передачи коробки и поставить курьера на нужное место. Только сейчас я понял, что проще было бы взять уже готового курьера со скелетом из Миксама, а не загружать и настраивать нового человечка каждый раз. В этом случае нужно было просто перекрасить каждую модельку в нужный цвет. Курьер должен вернуться обратно к машине, поэтому я добавил и это его перемещение. Вся эта небольшая анимация отняла целых 3 часа. Курьера с сумкой все-таки пришлось загрузить в Миксама, и хорошо, что анимация поездки на скейте, считай на самокате, здесь уже была. При перемещении кости в Blender она действует на всю модельку. Для контроля этого поведения в программе существует возможность указать вес каждой кости. Если описать одним словом работу с весами в Blender, то для меня это слово будет боль. Это само по себе сложно, но, как вы сможете узнать в конце видео, этот опыт мне сильно помог. Несколько раз я перекрашивал веса для курьера, и в итоге получилось то, что меня устроило. Я в прямом смысле привязал ногу курьера к самокату и нарисовал для него свой путь, по которому он будет проезжать. Как хорошо, что для других курьеров не нужно будет настраивать веса. В Mixamo я нашел только анимацию упражнения велосипед, поэтому пришлось создавать анимацию езды с нуля. Я посадил курьера на велосипед, слегка изменил положение рук и тела и анимировал ноги, чтобы они двигались по пути следования педалей. Гораздо проще сначала анимировать поворот педалей, а уже потом подстраивать под их положение ноги, как я и сделал. И, конечно же, я не забыл анимировать движение колес. После добавления пути для велосипедиста из-за смещенного центра он поворачивал с заносом. Это бы подошло для игры про велосипедистов-дрифтеров, но не для моего видео. Прошло уже целых 14 часов, но хорошо, что большая часть работы позади. Еще для 2 курьеров на сцене я добавил путь и анимировал их перемещение. Следующий на очереди пассажир такси. Его можно видеть в самом начале видео. Когда такси подъезжает, он открывает дверь, садится в такси и уезжает в нем. Вы же знаете, что такое магия кино, вот я и воспользовался. Конечно, нет никакого смысла в том, чтобы рисовать полную анимацию посадки пассажира, а потом еще и перемещать его в машине. Для этой сцены будет достаточно того, чтобы пассажир открыл дверь, наклонился и сделал вид, что садится внутрь, а потом закрыть дверь такси, а отображение человечка выключить. Так я и сделал, предварительно разрезав кузов такси, чтобы была возможность открыть дверь. Да и куда в конечном счете он сядет, если в такси пола-то нет? С технической точки зрения он просто открыл дверь и спрятался за машиной, чтобы его не видела камера. С водителем похожая ситуация, но здесь камера направлена точно на него, поэтому сесть в машину ему все-таки придется. Аниматоры из Яндекс решили, что человечку проще протянуть руку к рулю, чем наклонить тело вперед. Ну ладно, может, никто кроме меня и не заметил. А я просто запихнул водителя в машину. Последняя моделька для анимации водитель-курьер. Так как в этом кадре камера находится высоко, то можно было бы еще больше упростить анимацию, ведь зритель просто не увидит каких-то мелочей. На красную метку наезжает камера, и она переводит на себя внимание зрителя. Здесь ничего сложного. Для нее я изменил размер, положение и поворот в соответствии с движением камеры. Если присмотреться, при приближении камеры меняются некоторые элементы карты. Например, исчезают дороги и появляются пешеходные зебры. Я изменил тип наложения и прозрачность материалов и анимировал их. С 3D частью закончено, ура! Да, одним блендером тут не обойтись. Титры и кадры с телефоном в конце я сделал через программу After Effects. Тут все по старой схеме. Кинул на сцену оригинал видео и ориентировался на него. Для начала я открыл Photoshop и сделал логотип. Мне показалось, что логотип доставка ID был как раз в тему. Основа заставки — это 3 анимированных прямоугольника со скругленными углами. Когда я думал, что все будет проще простого, появилась новая проблема. У каждого объекта есть так называемая якорная точка, от которой After Effects отсчитывает изменение размера. Проблемы нет, когда нужно изменить размер прямоугольника. Но у меня никак не получалось уменьшить размер прямоугольника со скругленными углами, чтобы сохранить правильные пропорции. Провозившись битый час в поисках решения в Гугле, я, перепробовав несколько вариантов, все-таки нашел нужное решение. А именно скрипт, который прописал для изменения точки. В After Effects можно использовать код для создания анимации и других полезных вещей. Для этого используется специальная версия языка JavaScript, созданная компанией Adobe. Вот такая маленькая задача может вылиться в большую проблему. И я был очень рад, когда получилось ее решить. Тем более, что время поджимало.
Все, что оставалось сделать, финальную заставку. Смартфон, лого и девиз. Я создал телефон из такого же прямоугольника со скругленными углами, а вместо иконок добавил разноцветные квадраты. Последний штрих, анимация наезда камеры и готово. Я закончил даже слегка раньше. А что из всего этого получилось, вы сможете увидеть прямо сейчас. Это были тяжелые 24 часа, но я справился и очень этому рад. И, по-моему, получилось близко к оригинальному видео. Я получил огромное количество нового опыта и еще больше прокачал свой скилл в 3D и motion графике. Я всегда знал, что чем сложнее задача, тем больше прогресс. Лишний раз убеждаюсь, что если чего-то действительно захотеть, то все обязательно получится. А вы подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если это видео было вам полезно. До встречи в новых видео, скоро будет что-то очень крутое.